Так, ребят, всем привет! Приветствую вас на канале MyLantra, на сайте mylantra.ru, в группе ВК и в группе Telegram. Ребят, сегодня у меня машина, как видите, неспроста так стоит. О, Кисяндрой. Муся, кстати, зовут. Машина неспроста так стоит, потому что сегодня я вам хотел показать, как найти неисправность, почему стучит рулевая рейка, как определить, что именно стучит. Но точнее покажу я вам не я, а наш коллега из группы Telegram. Зовут его Виктор, за что ему огромное спасибо. Сейчас я вам видео покажу, что он записал, но потом продолжим. Всем привет! Рулевая рейка Elantra MD. Началась весна, лето, снег растаял, начинает греметь рейка. Я расскажу свое мнение и так, как я устранял. Я не призываю к тому, чтобы делали именно так, а то начнут там: ты неправильно делаешь, так нельзя. То есть самый лучший вариант — пойти купить новую. Все. Я рассказываю, как я делал. Это старая рейка. Застучала по гравийке. Значит, проверить нужно шлицевая. Крепление-то под педалями. Проверить, болт может ослаб. Может стучать здесь. Болеть у них вот здесь стоит втулка капроновая. Разбивает ее, стучит. Если стучит здесь, либо новая рейка, либо ремонт. Замена втулки. Но у меня стучало не здесь и не здесь, стучало в червяке. То есть вот она гайка. Там стоит червяк. Здесь пробка с пружиной поджимает капроновую. Пробка такая, пробка там. Вот одна изнашивается, начинается стук. Как я определил, что червяк? Машину на яму, сам вниз, на заведенном двигателе попросить кого-нибудь, чтобы подергали рулем. Лево-право резко. Короткий диапазон. Стук слышен был, но только на заведенном двигателе. Стук отдавался в левую рулевую тягу. То есть за левую тягу берешь, стук чувствуется. Берешь за правую, стука нет вообще. Значит, втулка это целая. Можно ее подтянуть. Чтобы подтянуть ее, нужно снять по-хорошему рейку. Но чтобы ее снять, нужно снять подрамник и тудым-сюдым. Долгая история. Я изготовил вот такой ключ, шестигранник на 24. Вот он встает сюда. Подтягивать надо чуть-чуть, вот прямо чуть-чуть. Подтянули, рулем попробовали. Влево до упора, вправо. Если не закусывает и стук ушел, все, оставляем. Если подтянули, стук не ушел, а руль начинает подкусывать, все, рейку в ремонт, либо меняем на новую. Сейчас я покажу, как это с ямы. Попробую показать, если получится. А вот еще. То есть я подтянул, мне ничего не помогло. В ремонт я ее отдавать не стал. Купил новую вот такой фирмы. Купил новую рейку, поставил. Как стучало, так и стучит. Я вообще в шоке был. В итоге нашел, что вот эта гайка была вообще не затянута. То есть я ее уже на месте подтянул, отрегулировал. И все, и полет нормальный. Сейчас все тихо и все работает. Вот он подрамник. Рейка прикручена к нему сверху. Как
ее там показать-то? Ну, то есть, вон она. Белая. Белый. Чехол вот этот от рулевой колонки. Вот он. И чуть ниже, вот телефон не залазит. Вот это гайка. То есть берем ключ, заводим со стороны рулевой тяги сюда. Неудобно, но вот он ключ. И вот она гайка. То есть вставляем и подтягиваем. Неудобно, но быстрее, чем снять рейку. То есть вот сюда рычаг. Сверху рычага руку запихиваем с ключиком. И попадаем вот к рейке. Гайки. Чуть-чуть подтягиваем. Не забываем проверять колеса влево-вправо, чтобы не закусывало. Все, всем удачи. Также, ребят, от себя я хочу добавить вот что. Смотрите, изготовил я вот такой вот ключик самодельный. Здесь, смотрите, гайка сама имеет такую проточку. Я ее приварил сначала гайку, а потом сточил, именно вот эту фаску убрал. И немножечко вот эти вот зализанные, заточенные края тоже счистил. То есть она у меня сейчас такая ровненькая, все для того, чтобы этот ключик, смотрите, рычажок этот получился 10 сантиметров, его в принципе, ребят, достаточно, чтобы этого рычага, чтобы сорвать гайку на рулевой рейке и немножечко ее подтянуть. Но подтягивать нужно до того момента, как Виктор сказал, чтобы у нас руль не закусывал. Да, конечно, это самостоятельно можно сделать, даже вот мне, как видите, без ямы. Ну, нет у меня, к сожалению, ямы, как вы уже знаете. Снимаем колесо, подставляем пенек, чтобы у нас она хорошо стояла. Также, у кого ямы нет, повторюсь, выкручиваем руль максимально в левую сторону, чтобы вот этот вот пыльник рулевой тяги максимально ушел ближе к центру, чтобы у нас вот это вот место было больше, тут можно было рукой пролезть. Вот, потом берем этот ключик, сейчас покажу, отсюда его тоже можно будет достать. Вот, сориентировал фонарик, чтобы было более-менее видно. Берем этот ключ наш изготовленный, смотрите, смотрю как раз через камеру, нащупываем эту гайку, она такая внутренняя, точнее не гайка, это получается болт. Так, идем. Вот, одел я его, видите, одетый. Это такой болт с наружной резьбой, который затягивает рулевую рейку. Вот таким образом его, смотрите, видите, место как раз таки нормально здесь получается. Длинный рычаг не получится здесь уместить, а вот такого 10 сантиметрового вполне хватает. Если ни разу этого не делали, то первоначально можно будет немножечко этим ключом сорвать резьбу, потянуть на себя, ну так сказать, отпустить. Потом закручиваем, толкаем назад и протягиваем, прокручиваем буквально, ну, я не знаю, градусов 10-15. Сделали это дело. Убираем отсюда этот ключ. Убираем здесь, что у нас мешает. Запускаем машину и проверяем на то, чтобы руль у нас легко крутился, нигде не закусывал. Хорошо крутится, все отлично. Собираем все и едем кататься, проверять. Если стук уменьшился, все отлично. Если еще стук остался, можно еще немножечко подтянуть. Но опять-таки повторюсь, что подтягивать нужно до того момента,
чтобы у нас руль ни в каких положениях не закусывал. И вот таким вот образом можно будет эту болячку, так сказать, подтянуть, рулевую рейку, вал, чтобы не было никаких стуков. Вот такие вот дела, ребят. Ну а на этом все, ребят. Надеюсь, видео было вам полезным в решении проблем стука рулевой рейки на автомобилях Hyundai Avante MD или Elantra MD. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочки будут в описании, на нашу группу Telegram, подписывайтесь также в Telegram, заходите на сайт myelantra.ru. Ну и всем пока, ребят.